Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также появился канал на Boosty. Это закрытый канал, где за подписку всего 299 рублей вы можете смотреть шок-расклады, которых нет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их просто-напросто заблокирует. Там все о том, кто такой Владимир Путин на самом деле, когда закончится война России и Украины, почему Евгений Пригожин не дошел до Москвы 24 июня 2023 года, к чему готовят россиян. И существовал ли Иисус Христос на самом деле? Что такое религия и церковь в более глубоком и широком понимании этого слова? Заходите, будет интересно. Также у меня появился телеграм-чат, где мы общаемся с моими подписчиками, и именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады делать на моем YouTube-канале и на закрытом канале на Boosty. А сегодня с нами карта Deviant Moon, Безумная Луна, и поговорим сегодня о возможности теракта на Запорожской АЭС. В ночь на 5 июля так ничего и не произошло, однако не факт, что не произойдет вовсе. К чему готовиться и случится ли непоправимое, чем это грозит нам с вами, узнаем сегодня, но для начала вернемся к истокам. Откуда все начиналось и где уже произошли утечки радиации, по словам властей и СМИ. Что на самом деле случилось с Чернобыльской АЭС и пожарными, оказавшимися в очаге происшествия. И так ли страшен черт, то есть радиация, как нам ее малюют? Здравствуйте, карты. Первый вопрос, который я бы хотела задать, как раз об этом. Действительно ли радиация так вредна для организма человека после взрывов на АЭС и ядерных взрывов? Скажите нам, пожалуйста, правду. Действительно ли радиация так вредна для организма человека и всего живого на планете Земля после взрывов на АЭС и ядерных взрывов? Действительно ли радиация так вредна для организма человека после взрывов на АЭС и ядерных взрывов? Карта «Дурак» упала у меня сама, выскочила, я ее оставлю. Действительно ли радиация так вредна для организма человека и всего живого на этой Земле после взрывов на АЭС и ядерных взрывов? Как нам это описывают? Действительно ли радиация так вредна? На самом деле нет. Вы, наверное, удивитесь сейчас, да, но карта «Дурак» описывает человека, который не особо умен, да, по безумной луне, это именно не самый умный человек, человек немножко глупый, человек, страдающий биполярным расстройством личности, и его красно-белый костюм указывает на биполярное расстройство, да, это стадия депрессии, стадия мании, да, когда у человека клинит. И дурак указывает на свою голову, обращая внимание, что у него не все дома, да, и что обдурить его, расплюнуть. Здесь он совершает какие-то неверные действия, какие-то неверные решения, и при растущей луне эти неверные решения только усиливаются, они только начинают свой рост. Так вот, тут говорится о том, что людей обдурить, расплюнуть, да? Расплюнуть для кого? Для тех людей, которые манипулируют людьми, для мировой элиты. Луна в данной колоде – это одна из самых таких не очень приятных карт. Здесь Луна тянет за веревочки короля и королеву лунного царства, лунного королевства, да? Это говорит о том, что здесь есть кто-то гораздо выше тех, кто сидит у нас на троне это я имею в виду президенты, да, мэры и так далее, да, те люди, которых мы видим воочию с экранов телевизоров, и есть кто-то, кто восседает выше них, естественно, да, и все люди, обладающие критическим мышлением, это знают и в курсе об этом. Есть кто-то, кто тянет за веревочки не только президентов, да, не только людей из правительства, не только короля и королеву, но и обычный люд, естественно, и пытается переделать под себя. Здесь карта троечка пентаклей говорит о том, что переделаю-ка я под себя всех, кого нужно. И эти люди будут просто марионетками в моих руках. Почему? Потому что человек здесь у нас на карте девятка пентаклей без рук. Человек без рук – это человек, который не может
что-то сделать сам, не может совершить каких-то действий, да, почему? Потому что когда у нас есть руки, мы можем потрогать, пощупать, а здесь девяточка Пентаклей говорит о том, что человек не имеет своего мнения, и он манипулируем, то есть его водят за веревочки и пытаются видоизменить под себя. Отвечая на вопрос, так ли вредна радиация после взрывов на АЭС и ядерных взрывов, нет, вы знаете, абсолютно нет. Здесь скорее она выгодна для тех людей, кто восседает у нас выше и выше и выше. Да? Четверочка указывает на жадного, богатого человека, который пытается забрать все свои пентакли к себе в могилу. Но, к сожалению, от смерти не убежишь. И смерть указывает свой час, указывает свой срок. Да? И здесь людей просто дурят и говорят о том, что люди должны остаться в неведении, люди должны быть манипулируемы мировой элитой, люди должны видоизменяться под тех, кто их под себя подстраивает, и быть в четверочке мечей. Четверка мечей на карте на человечке одет шутовской наряд, шутовской наряд, и это означает, что люди-то вроде не дураки. Почему? Потому что рациональной стороной, правой стороной к нам повернуты, умеют мыслить, да, у них есть какие-то идеи, потому что на волосах девушки, которая лежит в могиле, горят огонечки, это значит, люди на нашей планете не такие уж дураки, да, у каждого есть какие-то идеи, люди являются творческими людьми, да, возможно, мыслят как-то рационально, однако остаются в неведении и лежат вот так вот в лёжку, не могут ничего поделать. Почему? Потому что ими управляют и тянут за веревочки. Параллельные карты идут, да. Четверка мечей говорит о том, что люди остаются клоунами, шутами, дураками, кем угодно, только не теми людьми, которые что-то знают, да, что-то знают то, что знает мировая элита. Шутовской наряд говорит о том, что нас оставляют в дураках, собственно, да, нулевой аркан, совершаются какие-то крупные взрывы, да, на АЭС и ядерные взрывы тогда, когда нужно обнулить общество, заставить поверить общество и видоизменить общество, подстроить его под себя. И девяточка Пентаклей говорит о том, что мы не имеем рук, да, мы не имеем своего какого-то мнения, не можем как-то что-то сделать, как-то что-то пощупать, потрогать и сделать так, как нам выгодно. Мировая элита делает так, как выгодно ей. И отвечая на вопрос, это был просто такой развернутый ответ на вопрос, действительно ли радиация так вредна для организма человека после взрывов на АЭС и ядерных взрывов, ответ отрицательный. У нас выпали практически все отрицательные карты, да не практически, а все отрицательные карты, да, когда человека пытаются обдурить и подстроить под себя. Здесь был вопрос, действительно ли радиационное воздействие действует очень много лет на все живое, включая человека. В любом случае радиация, она же вредная, да. Мы спросили, действительно ли радиация так вредна для организма, да, чтобы там, я не знаю, облазила кожа, чтобы люди умирали и так далее. Мы сейчас посмотрим, что это было на Чернобыльской АЭС, если не радиация так повлияла на пожарных, да. Но мы посмотрим сейчас, действительно ли радиационное воздействие действует очень много лет, потому что радиация в любом случае вредна так или иначе. Действительно ли радиационное воздействие действует очень много лет на все живое, включая человека? Как нам об этом рассказывают, опять-таки, да? Потому что мы не можем знать, мы можем только слышать, слушать, мы можем только верить или не верить в источник информации. Действительно ли радиационное воздействие действует очень много лет на все живое, включая человека? Как нам об этом рассказывают? Действительно ли, карты, скажите нам, пожалуйста, правду. Радиационное воздействие действует очень много лет на все живое, включая человека. Как нам об этом рассказывают? Опять-таки нет, да? Здесь опять говорится, сейчас я вам расскажу, дорогие мои, карта 21-го, старший аркан мир, да, о чем говорит эта карта. Здесь у нас русалка, и вроде бы карта прекрасна, и вроде бы все хорошо, и вроде бы русалка красивая, ее охраняют какие-то звери, но обратите внимание, здесь у нас змея Уроборос. Уроборос – это змея, которая съела сама себя, да, которая съела свой хвост и замкнула круг, замкнула кольцо. И русалка не может выбраться из этого круга, да, то есть все, это ее место
локации, ее место, последний пункт назначения, из которого она не может выбраться. И вроде как русалка довольна и счастлива, и вроде как она находится на планете Земля, но она находится на суше, а русалке нужна вода. Но ее не пускают два зверя, и эти два зверя – это как олицетворение тех, кто не пускает обычных людей за рамки, да. Есть определенные рамки, зашоренность, да, мышления, люди, не обладающие критическим мышлением, люди, не выходящие за рамки каких-то своих возможностей, да, и люди думают о том, что, ой, действительно, война на Украине – это правильно, ой, действительно, там, я не знаю, то, что нам говорят по телевизору, это все верно, то, что президент у нас не управляем никем, да, и он самый главный человек в этой стране, и вообще он вершит судьбы многих, и только он, да. Ну, то есть зашоренное мышление – это тогда, когда человек, ну, сами понимаете, не думает, не прыгает выше своей головы, скажем так, да, в хорошем смысле этого слова. Так вот, русалка здесь не может выбраться из заключение змеи Уроборос, да, это значит, что нас держит, естественно, в неведении, опять дурит, и те, кто держит нас в неведении, это власти. Пятый старший аркан Иерофант, это мнимый гуру и инфо-цыган. Много у нас сейчас блогеров инфо-цыганов, да, которые собирают просто деньги с обычного народа и продают воздух, можно сказать. Так вот, Иерофант – это прямое отношение имеет к мировой элите, да, это масоны, иллюминаты, у нас шахматная доска, это борьба черного и белого. Говорят, что шахматы придумали как раз-таки масоны для того, чтобы намекнуть людям, что борьба черного и белого идет всю жизнь. Одет он во все красное, потому как он думает только о себе, да, он страстно думает о себе, да, он хочет заполучить все, что нужно, и красный цвет – это цвет крови, это страдания, да, страдания людей. Страдания людей приносят ему удовлетворение. Здесь у нас золото, да, золотом покрыт его плащ, его кафтан, не знаю, как это называется. Золото – это та дань, которую он собирает с людей. Отсылка к ракообразному, обратите внимание, у него не руки, а клешни ракообразные. В карте Таро – это отсылка к иллюзии, к миру несуществующему. И плюс ко всему у него еще марионеточка в кармане, держать тебя в кармане. Очень хорошее выражение, да? Засунуть тебя в карман, никому не отдам. Ты моя куколка. Марионетка – это, естественно, последователи. Последователи культа – это те люди, которые верят в иерофантов, во власть, в то, что нам говорят, и, простите за выражение, все это хавают и, собственно говоря, не имеют своего мышления. Ответ на вопрос, действительно ли радиационное воздействие действует очень много лет на все живое, включая человека. Как нам об этом говорят? Нет, потому что кто-то это написал, кто-то это сказал, кто-то так сказал, и значит, мы должны этому поверить. Здесь художник, который срисовывает с музы картину, но обратите внимание, что художник двулик. У него два лица, у него есть рациональная сторона. Черная – это либо печаль, это либо возмездие какое-то, да, это либо угода себе, делают только в угоду себе, да, и обладает очень хорошей интуицией. Естественно, мы все прекрасно понимаем, что мировая элита имеет власть, обладает очень хорошей интуицией, да, и, возможно, даже эзотерическими, магическими какими-то способностями. Простите. Левой стороной к нам повернут, эмоциональной стороной что-то написал с бухты-барахты, издал какой-то указ, да и ладно, да, то есть власти нас обманывают, держат нас в неведении, держат нас в заключении. Мы не можем ничего с этим поделать, потому что 9-й старший аркан говорит о том, что отшельник, да, мы забились в угол, и вот нам как сказали, так мы и делаем. Отшельник – это человек-урод, человек, не имеющий, я сейчас, естественно, говорю не о людях, да, вы не подумайте буквально, это просто человек, не имеющий своего мнения, и ему как сказали то, что ты урод, он так и думает, он уязвим перед обществом, он вообще считает себя инвалидом, потому что, посмотрите, у него только 4 пальца, да, и он не слушает Вселенную, не слушает слова Господа Бога, он слушает кого? Он слушает власть, которая присела ему на уши и тащит его на дно, как вот эта вот рыбина, да, по третьему, по троечке кубков. И 6 жезлов говорит о том, что власть такой сделал народ. Посмотрите на человечка, на нарцисса, да, здесь нарциссическое расстройство личности по 6 жезлов у нас, и вот этого нарцисса создал народ. Да, подчиняйтесь мне, да, уважайте меня, да, я самый лучший на этой планете, я властелин мира, повелеваю вам, да, и у него несколько рук. Несколько рук – это отсылка к индуистскому богу Шива. О чем вообще все эти карты, я вам уже сказала, да, о том, что нами повелевают те люди, которых мы сами же признаем и у которых есть
последователи, да, у которых есть последователи. Если бы не было людей, которые следовали бы культу каких-то инфо-цыган, мнимых гуру и правителей наших, да, то не было бы этих правителей и не было бы зла, возможно, на этой земле. Но люди есть, и есть люди, которые верят и президенту, есть люди, которые верят и там, я не знаю, в светлое будущее России, да, что экономику не разворовали и что все у нас прекрасно. Я, конечно же, тоже верю в светлое будущее России, но не всегда все бывает так безоблачно, как есть на самом деле. И отвечая еще раз на вопрос, заговорила вас уже, да, действительно ли радиационное воздействие действует очень много лет на организм человека. Нет, конечно, нас держит в зашоренном мышлении, нам врут иерофанты для того, чтобы утащить нас на дно, для того, чтобы мы чувствовали себя отшельниками, пишут какие-то свои законы, что-то сами придумывают. Что придумали, мы тому верим, потому что мы находимся в неведении. И по шестерке жезлов таких иерофантов создали сами люди, потому как они являются последователями их культа. Более развернутый ответ на вопрос, просто не очень хочется говорить да или нет, хочется ответить более масштабно, скажем так. Следующий вопрос. Авария на Чернобыльской АЭС. Это запланированный теракт или нарушение правил эксплуатации АЭС, допущенные сотрудниками? Авария на Чернобыльской АЭС. Это запланированный теракт или нарушение правил эксплуатации АЭС, допущенные сотрудниками? Авария на Чернобыльской АЭС. Это запланированный теракт или нарушение правил эксплуатации АЭС, допущенное сотрудниками? Авария на Чернобыльской АЭС. Это запланированный теракт или нарушение правил эксплуатации АЭС, допущенное сотрудниками? Запланирован ли теракт на Чернобыльской АЭС? Ну, конечно, да, посмотрите, четверочка жезлов. Самая первая карта у нас вышла смерть, конечно, естественно. Сейчас я вам расскажу, дорогие мои. Так. Начнем с того, что шестерка кубков, да, у нас детская карта, я люблю ее так называть. На карте дети смотрят театрализованное кукольное, простите, представление, когда куколки вот так вот дергают, как марионетки, да, и дети смотрят на это и радуются, да, им интересно, но они еще не понимают. Карта называется борьба добра и зла, да, они еще не понимают, где зло, где добро. Расскажу вам маленькую предысторию. У меня на днях муж хотел угостить соседскую девочку мороженым, а она сказала: ой, нет, я брать не буду. Мне мама сказала с детства, с младенчества, вот буквально вот с такого возраста мне мама сказала, чтобы я не брала ничего съестного, да, ничего у чужих людей. Ну, муж ей сказал, что мы не чужие люди, да, возьми мороженое, но она еще не понимает, где хорошо, где плохо, где добро и где зло. Так вот, нам с детства внушают, с советского времени, да, вот с таких вот лет, что такое хорошо, а что такое плохо, да, есть даже такое стихотворение. Так вот, мы не понимаем до конца, до сих пор, с детства, а все проблемы идут с детства, да, до сих пор мы находимся в детском возрасте. У кого-то из нас есть паттерны, тянущиеся из детства, мы до сих пор не понимаем, что такое хорошо, а что такое плохо. Отвечая на вопрос, авария на Чернобыльской АЭС – это запланированный теракт или же нарушение правил эксплуатации? Нет, это, конечно, запланированное действие, да, четверочка жезлов указывает на план. Люди пожали друг другу руки, и кто-то из них главный, да, вот в этом плане, да, то есть женщина повернута к нам правой стороной, рациональной стороной, мужчина повернут к нам левой стороной, да, и вот здесь как раз, возможно, мужчина и женщина, да, возможно, просто кто-то там, мужчина и мужчина заключили какой-то договор, да, здесь заключение какого-то договора на смерть, да, для того, чтобы случился 13-й старший аркан, для того, чтобы случилась смерть, и для того, чтобы умерло все старое и пришло новое. Здесь смерть на карте убивает своего собственного ребенка, ребенок сопротивляется, но смерть уже беременна новым ребенком, и она ждет нового результата, а старый ребенок ей больше не нужен. Старые, так скажем, города, люди, те, которые были, да, им нужна была какая-то смерть, им нужна была чья-то смерть по 13-му старшему аркану, да, и им нужно было, чтобы город вымер и возродился вновь. Для чего? Ну, тут
тут непонятно для чего, да, тут мы зададим еще этот вопрос. Отвечая на вопрос, авария на Чернобыльской АЭС – это запланированный теракт или нарушение правил эксплуатации? Нет, это запланированный теракт. Сделали это специально, да, по рыцарю жезлов, и, соответственно, для того, чтобы был перекрыт город, да, для того, чтобы всех увезти из города по смерти, да, для того, чтобы была выжжена земля, так скажем, по смерти, по 13-му старшему аркану, для того, чтобы воплотить все какие-то свои масонские штучки, да, опять отсылка к масонам, карта Верховной Жрицы, карта мизантропа, человека-мизантропа, для того, чтобы был закрыт город, и для того, чтобы воплотить какой-то свой план в жизнь. А вот интересно, если радиация не так страшна, да, не так вредна, действительно ли радиация повлияла на здоровье и состояние тех пожарных, которые ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС? Если нет, то что это было? Действительно ли радиация повлияла на здоровье и состояние пожарных, ликвидирующих последствия аварии на Чернобыльской АЭС? Если нет, то что это было? Действительно ли радиация повлияла на здоровье и состояние пожарных, ликвидирующих последствия аварии на Чернобыльской АЭС? Если нет, то что это было? Если нет, то что это было? Если не радиация, то что повлияло на состояние пожарных? Кубки. Тут вещество какое-то, да? Тут что-то был какой-то теракт, какой-то взрыв, так как мы ответили на вопрос, да, действительно ли авария на Чернобыльской АЭС это был запланированный теракт, это действительно был теракт, это был какой-то взрыв с применением каких-то веществ, да, здесь кубки у нас идут, да, десяточка кубков, которая ведет к обновлению, десяточка мечей, которая опять ведет к обновлению, только через боль, через страдания, да, и все это сделали, естественно, те люди, которым другие люди поклоняются, да. Это власть, это правительство, естественно, да. И здесь кубки, здесь говорится о том, что какое-то вещество было заложено, может быть, заложено было во взрывчатку, да, и люди об этом, к сожалению, не знали, люди остались в неведении. То вещество, которое, вот, возможно, как раз-таки делало людей, слезала кожи, да, делала людей лысыми, делала людей больными. Здесь не совсем радиация, здесь вещество, которое взорвалось, имело в себе какой-то яд, понимаете, медленно действует, но даже не могу вам объяснить, как правильно, разлагает изнутри, понимаете, есть такие медленно действующие яды, которые разлагают изнутри органы, ты не сразу умираешь, там, допустим, да, а через несколько часов или через несколько дней, которые с помощью этих ядов слезает кожа как раз-таки, да, слезают волосы, там, я не знаю, да, вот эти все вещи. И здесь как раз-таки говорится о веществе, заложенном во взрывчатку. Что-то вот было, как кубки, какое-то вещество, которое сделало, естественно, правительство, да, наше, и люди об этом не знали, люди были в неведении, после чего случилось десятка кубков, люди отравились просто этим веществом, да, особенно те люди, которые трогали, щупали, которые находились в очаге. И десяточка мечей говорит о том, что люди перешли в новое, но с тяжелым сердцем. Это была не радиация, которая повлияла на пожарных, это было некое вещество, заложенное в эту взрывчатку, так как это был теракт, и спланированный теракт – это не совсем радиация. Просто радиацией нас очень многие пугают. Почему в городах Хиросима и Нагасаки живут люди после применения ядерного оружия, и им не страшна радиация, а в Чернобыле не живут? Почему в городах Хиросима и Нагасаки, мы уже выяснили, что радиация не так страшна, да? Почему в городах Хиросима и Нагасаки живут люди после применения ядерного оружия, и им не мешает радиация, а в Чернобыле люди не живут? Почему в городах Хиросима и Нагасаки живут люди, строят дома, да, после применения ядерного оружия, и им не мешает радиация, а в Чернобыле не живут?
Тут для чего-то нужен именно Чернобыль, да, и почему как раз-таки всех людей из домов, из своих попросили, да, в день, когда как раз-таки случился теракт на Чернобыльской АЭС, я буду теперь так говорить, да, что это был теракт. Почему попросили? Потому что этот город для чего-то был нужен, и он еще будет нужен. По королю мечей этот город еще будет нужен, и о Чернобыле мы еще услышим. И не раз. Потому что этот город вот прям держит, и держит как-то его вот в поле зрения, за ним как-то наблюдают, за этим городом. Его как-то убирают, его как-то, возможно, даже не облагораживают, да, а, возможно, как-то подготавливают к чему-то. Здесь подготовка, здесь восьмерка жезлов, подготовка к чему-то, для чего людей попросили из своих домов, да, для чего по восьмерочке мечей люди не чувствовали безопасно себя в своих домах, и они уехали в другие города, да. Здесь этот город для чего-то еще нужен будет, и его к чему-то готовят, его для чего-то берегут. Здесь карта бережет туз кубков, свой кубок, да, свой кубок, свою чашу любви. Здесь сейчас за ним наблюдают, здесь его сейчас как-то обсуждают, со всех сторон крутят, вертят и думают, когда лучше и как лучше начать, да, вот эту подготовку. К чему подготовку они хотят начать, но к чему-то его подготавливают, этот город. И о Чернобыле мы с вами еще услышим. А Хиросима, Нагасаки, как мы выяснили уже, после применения ядерного оружия и после взрывов на АЭС жить можно, не только на планете Земля, но в этом городе, да, в этом городе можно жить, в Чернобыле можно жить спокойно, да, там нет такого уровня радиации, о которой нам говорят с телеэкранов, да, и туда ездят люди даже, и все с ними нормально, никаких опухолей у них не находят после так называемой радиации. И здесь вот к чему-то готовят, этот город для чего-то держит, за ним наблюдают, как-то его берегут, стерегут, и как-то вот хотят его облагородить, возможно, даже как-то убрать. Скоро мы об этом городе узнаем, вот из-за чего всех людей попросили, да, потому что как-то он для чего-то нужен, этот город. Тут как какая-то защита, да, защита, город как защита, что-то вот об этом. Но скоро мы о нем узнаем, очень скоро причем. По жезлам, по мечам очень скоро. Как раз вот наши дни, да, есть ли план у организаторов войны на Украине взорвать Запорожскую АЭС? Теперь вы давайте о наших днях поговорим. Есть ли план у организаторов войны на Украине взорвать Запорожскую АЭС? Есть ли план? Я не говорю, что Россия организатором является. Да, организатором является, я думаю, группа лиц, группа стран, поэтому я говорю, что организаторы, их много. Есть ли план у организаторов войны на Украине взорвать Запорожскую АЭС? Если да, то когда? Есть ли план у организаторов войны на Украине взорвать Запорожскую АЭС? Если да, то когда? Только душу теребят, да? Только душу теребят, и сейчас людей опять в дураках оставляют. Нет, не будет этого, не будет никакого взрыва, я вам хочу сказать. Это невыгодно абсолютно для военных действий, да. Здесь война, две карты войны, рыцарь жезлов, нападение, да, король мечей, нападение и защита. Защита от короля мечей, нападение от кого-то, да, но здесь нападение уходит от короля мечей, уходит от войны, король мечей защитился от нападения, да. Здесь не будет этого, да, возможно, медленно движутся вот эти два конька-горбунка, да, колесница, карта колесницы, медленное движение, замедленное движение, человек-машина, человек-робот. Что ему сказали, то он и делает, да. Что сказали людям говорить с экранов телевизора, то они и говорят. Они идут и стремятся. Почему? Для чего, вернее? Для того, чтобы оставить людей в дураках. Для того, чтобы люди опять чувствовали себя дураками и не знали, что делать, не знали, что думать. Да? Потом карта нетерпения у нас вышла. Да? Ведьмочка никак не может дождаться, когда же пентакли упадут с дерева. Кровь капает, кровь подпитывает дерево. Подпитка кровью – это страдание. Тогда, когда людей оставляют в дураках, и тогда, когда люди
людям говорят то, что, мол, вот, сейчас взорвем Запорожскую АЭС, люди начинают своей собственной кровью подпитываться. Это подпитка собственным страданием. Подпитка собственным страданием – это подпитка своим подсознанием. Мы фантазируем, мы боимся, мы остаемся в неведении, остаемся вот в таких вот дураках. А люди, которые это придумали, наслаждаются нашим страхом. Посмотрите на закрытом канале на моем, что такое Гавах. Здесь стремление для достижения подпитки этими страхами. Вот этот страх, Гавах, вот эту жидкость рыцарь кубков несет в своем кубке. Он в латах, он в доспехах, да. Здесь подпитка страданиями человеческими, подпитка страхами. Когда люди боятся, мировая элита смотрит на нас, смотрит, верим мы или не верим, и подпитывается нашими страхами, потому что очень многие верят. Но здесь именно подпитка собственной кровью, подпитка подсознаниями, дабы подсознанием своим собственным, и людей оставляют в дураках, людей просто дурят. Но не будет ничего, по крайней мере сейчас, это точно, да, когда война на Украине сейчас идет, не будет, потому что рыцарь, если бы было вот так, мы бы еще с вами подумали, да, мы бы еще с вами посмотрели, но король мечей защитился, и рыцарь жезлов убежал, да, на своей блохе, и не смог ничего сделать, да, в период войны. А король мечей – это как раз война, это защита, это отстаивание своих интересов. Рыцарь жезлов убежал в кусты, так скажем. И подпитка нашими страхами происходит сейчас у мировой элиты. Медленно, но верно они движутся к нашим страхам, к нашему подсознанию. Мы сами себя подпитываем своей собственной кровью и остаемся в дураках. Ответ, будет ли ядерный взрыв, будет ли взорвана Запорожская АЭС, нет, не будет. Тут был следующий вопрос, будет ли активное заражение большой территории, если взорвут Запорожскую АЭС, и будет ли пригодна территория для места жительства после взрыва. Мы не будем отвечать на этот вопрос, потому что взрыва на Запорожской АЭС не будет, что бы сейчас не говорили. Это были карты Deviant Moon, и это была энергия Таро. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вы думаете об этом видео, что вы думаете вообще о Запорожской АЭС, что вы думаете о радиации. Это очень важно, ваше мнение всегда очень важно. Даже если мое мнение не схоже с вашим, пожалуйста, пишите. Только единственное, прошу, без оскорблений, просто пишите свое мнение. Мы сегодня с вами находимся на развлекательно-познавательном контенте, и мы с вами сейчас просто раскладываем карты Таро, дабы посмотреть, так ли это или не так. А вы, пожалуйста, высказывайте свое мнение. А я вас очень люблю, и до новых встреч!